Привет, друзья! Если вы, как и я, любители рыбы, тогда вам должны обязательно понравиться мои любимые рецепты ее приготовления. Очень нежная, сочная и полезная получается рыбка, приготовленная по первому рецепту. Нам понадобится одна луковица, нарезаем ее полукольцами или четверть кольцами и выкладываем в форму для запекания. Форму ничем не смазываю. Рыбку у меня хек, я уже почистила и разобрала на филе. Выкладываем на луковую подушку. Одну среднюю морковь почистить и нарезать кольцами, а потом на брусочки. Можно также потереть на крупную терку. Но, как по мне, брусочками получается вкуснее. Добавляем молотый черный перец и соль по вкусу. Сверху на рыбку высыпаем морковный слой. Также нам понадобится 2 небольших свежих помидора. Нарезаем их полукольцами. Друзья, большое спасибо всем за поддержку и подписку на мой канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые рецепты. Равномерно выкладываем кусочки помидор на морковный слой. Добавляем щепотку соли. В отдельную мисочку наливаем 50 мл холодной воды и растворяем в ней 3 столовые ложки сметаны. Можно брать сметану любой жирности. Я брала домашнюю сметану, какая-то слишком густая попалась. Также вместо этой заливки можно взять молоко 100 мл и кусочек сливочного масла 30 грамм примерно. Отправляем рыбку в духовку 180 градусов на 25 минут. А в это время нарежем пучок зелени, петрушки либо укропа. Можно также использовать сухую или замороженную, если есть. Также натрем кусочек твердого сыра 100 грамм на крупной терке. Уже прошло 25-30 минут, достаем рыбку из духовки, аромат просто потрясающий. Посыпаем рыбку зеленью и сыром. Ставим в духовку еще на 10 минут. Друзья, рыбка уже готова. Она очень вкусная как в горячем, так и в холодном виде. Такое аппетитное блюдо будет эффектно смотреться и на праздничном столе. Сочные кусочки рыбы, пропитанные нежнейшим сливочным соусом, покорят любого. Это очень вкусно. Друзья, обязательно пробуйте и напишите в комментариях, как вам такой рецепт. А для следующего рецепта не менее вкусной рыбки нам нужно рыбу разобрать на филе и порезать на небольшие кусочки. Каждый кусочек посолить. И соль немного втираем в рыбу. Поперчить по вкусу и отставить минут на 20, пускай пропитается. Теперь кусочки рыбы обваливаю в муке, лишнюю муку стряхиваю и жарю на растительном масле на среднем огне. Обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки. Долго жарить не нужно, просто до полуготовности. Далее берем одну крупную луковицу и нарезаем ее полукольцами. Они должны быть не слишком тонкие, примерно 3-4 мм шириной. Одну среднюю морковь почистить и нарезать брусочками. Разогреваем сковороду и обжариваем овощи на растительном масле, периодически помешивая примерно 5 минут. Добавляем соль и черный молотый перчик или смесь перцев по вкусу. Копченая паприка 1 чайная ложечка с горкой. И томатный сок 1 стакан, это 250 мл. Протушиваем заправку пару минут.
И сверху выкладываем кусочки рыбки. Нагрев убавляем. Добавляем сушеный или свежий укроп по желанию. И тушим 10 минут на маленьком огне. Друзья, как же она приятно пахнет, просто слюнки текут. Сочная, ароматная и очень вкусная рыбка с овощами в томатном соусе готова. Пробуем. Объедение. Еще один мой любимый рецепт – это рыбка в луковом кляре. Беру одно яйцо. Соль и молотый перец добавляем по вкусу. 1 столовая ложка сметаны и 1 столовая ложка майонеза. У меня майонез домашний, в магазине я уже давно не покупаю. Рецепт оставлю в описании под этим видео, возможно, кому-то пригодится. Майонез по этим рецептам получается всегда вкусный, густой и без всяких химических добавок. Для этого кляра вы также можете использовать только сметану или только майонез по вашему усмотрению. Добавляем 2 столовые ложки муки и все хорошо перемешиваем венчиком до однородности. Возможно, понадобится немного больше муки, чтобы кляр не был жидким по консистенции и не стекал с рыбы. Берем одну среднюю луковицу и измельчаем ее на мелкой терке, либо при помощи блендера. Готово. Луковое пюре отправляем в наш кляр. Все перемешиваю и добавляю еще 1 столовую ложечку муки, чтобы кляр лучше держался. Друзья, надеюсь, вам понравятся эти простые и вкусные рецепты рыбки, и вы поделитесь этим видео в своих соцсетях, пожалуйста. Жарим на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом на маленьком огне. Друзья, всем большое спасибо за вашу поддержку и подписку на мой канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые проверенные рецепты. Друзья, впереди еще 4-й рецепт. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой из них вам понравился больше всего. Мне важно ваше мнение. Обжариваем рыбку с 2 сторон до золотистой корочки. Друзья, обязательно попробуйте этот рецепт. Сверху вкуснейшее тесто, а внутри нежнейшая рыбка. Очень вкусно и сытно получается. Можно приготовить такое простое и аппетитное блюдо и на праздничный стол. Для следующего рецепта рыбу нужно почистить, обрезать все лишнее и нарезать ее на крупные кусочки. Рыбку натираем с солью. Молотый черный перец по вкусу или смесь перцев. Добавляем сушеный чеснок, 1 чайную ложку. Посыпаем копченой паприкой, 1 чайная ложечка с горкой. Можно добавить приправы к рыбе, если любите. Растительное масло 2 столовые ложки. Натираем каждый кусочек рыбки, чтобы она лучше пропиталась специями. И пока отставляем ее мариноваться на 30 минут, можно дольше. А в это время нарежем 1 среднюю луковицу толстыми полукольцами. Раскладываем лук на дно формы, в которой будем запекать нашу рыбку. Как видите, этот рецепт очень простой, готовится быстро, но он не менее вкусный. Сверху обязательно накрываем форму фольгой или мокрым пергаментом. Запекаем в духовке 30 минут при 190 градусах. Рыбка получается очень ароматная и вкусная. Друзья, надеюсь, вам понравились мои любимые рецепты приготовления рыбки. Поделитесь, пожалуйста, этим видео в своих соцсетях. Подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. Мне важно ваше мнение. Всем приятного аппетита!